Всем привет, меня зовут Веруша, и в этом видео я буду рассказывать историю, связанную с марафоном желаний. Сразу скажу, что эта история, она не связана с последними событиями. Я это видео хотела записать еще года полтора назад, а случилось это вообще до пандемии еще. Поэтому мне бы не хотелось, наверное, откажусь от каких-то ярких лозунгов, где будет там фамилия публичных людей, чтобы люди кликали. Ну, конечно, из песни слов не выкинешь, иногда придется говорить, но тем не менее хотелось бы, чтобы это было в меньшем количестве. В этом видео также я буду рассказывать свое мнение по поводу марафона желаний. Если кому интересно, то оставайтесь со мной. И также я буду делиться с вами и рекомендовать двух лекторов, которых я лично слушала, и они действительно помогают в жизни. Поэтому, в общем-то, желаю вам хорошего просмотра. У меня на заднем фоне стоит букетик, можно сказать, уже кустик такой, что от него осталось. Это был красивый букет с розочками, но от видео к видео он все худее и худее становился. Но я еще, он у меня пока стоит, пусть рассвечивает мою комнату, так, конечно, скоро я от него уже откажусь. Так, я начинаю с истории. История эта связана с периодом, когда я не знала, как мне изменить свою жизнь. Вот жизнь моя стояла просто вот мертвой точкой, вкопанная, и не двигалась вообще ни сантиметр, ни в одну, ни в другую сторону. Вот хотелось мне, чтобы ну хоть что-то произошло такое, что-то новое. И ничего не происходило, и я не понимала, что мне нужно сделать. То есть очень такая запутанная у меня была история, и в голове в том числе у меня. А я обратилась к Луизе Хей. Луиза Хей — это, вот, как я уже сказала, да, основоположник того, что наши мысли формируют будущее, и мы нашими мыслями можем исцелить себя. Она вообще прошла такие непростые времена, в том числе и в детстве. Она там как-то ее там руку прикладывали, и к ней у нее была очень низкая самооценка, она болела раком, излечила сама себя, и, набравшись опыта, она ездила по всему миру и проводила лекции и помогала людям. Это вот, знаете, именно тот человек, мне кажется, с большим сердцем, который действительно изначально не просто хотел зарабатывать деньги, как Елена, а действительно хотел помогать людям. Вот. И что касается ситуации с Еленой, сразу скажу, что не буду томить. На мой личный взгляд, в принципе, Елена ни в чем не виновата. Она предлагала свою услугу, и здесь уже как бы табличка open. Мы куда-то идем, мы отдаем себе отчет. Мы все взрослые люди. Если речь идет о том, что это платно, да, то есть уже достаточно взрослый человек, который может заплатить за это. Поэтому, то есть это не какой-то там подросток или маленький ребенок, который ничего не понимает. Все должны отдавать себе отчет, что они делают. Елена просто хороший бизнесмен. Я не думаю, что у нее стояла задача действительно всех осчастливить. То есть она просто собрала всю информацию воедино, которая существовала уже много-много лет до нее. Но она не придумала, не открыла Америку, что мечты могут сбываться, если ты загадываешь желание. Все просто это обернуто в красивую такую обертку, что там, когда вот я работала с девочками, они там рассказывали, что нужно шарики в небо пускать. Ну, красиво же, романтично очень для девушек. Это сработало. То есть Елена молодец. Ну, это, конечно, команда работала. Я не думаю, что они только там вдвоем с мужем это все организовали. Это команда. И Елена прекрасный бизнесмен, но она ничего, как бы, на мой личный взгляд, ничего прям супер плохого не сделала. Кто-то там говорит, что материально пострадали люди. Но как бы, ну вы сами на это шли. Это как вот есть девушки, которые идут к непонятным, неизвестным косметологам или в неизвестные салоны красоты и портят себе лица. Или, например, раньше существовало вот это вот завораживание воды, энергии, Кашпировский, Чумаков, люди в это верили, какие-то там гипнозы происходили, знаете, там ругают битву экстрасенсов, так это то же самое все. Мне кажется, и в битву экстрасенсов люди верили. Можно завернуть все в красивую оболочку, сделать это просто вот конфеткой, и это все будут покупать, на это все будут смотреть.
Вот я действительно, уж я насколько как бы человек, который там, я public relations, да, у меня было образование, это пиар как раз, реклама, как продвигают продукты. Но я действительно верила в битву экстрасенсов какое-то время, что это правда. Но это же неправда. Может быть, и для кого-то это будет сейчас открытие, что битва экстрасенсов — это неправда. Вообще, что касается телевидения, в большинстве своем там есть просто определенный сюжет, под который подгоняют уже. Но это отдельная тоже тема, я, если вам интересно, буду дальше в видео там рассказывать. Поэтому Елена ничего нового не придумала. Просто она предлагала свою услугу, и люди соглашались, вот и все. Вот. Но, в общем, когда я работала на мероприятии, это мероприятие было связано с презентацией машины Aurus. Мне нужно было сделать, это представительные машины для первых лиц государства. Вот, и мы делали презентацию, там было все на высоком уровне, не буду вдаваться в подробности, но, в общем, мне прям даже осталось это в памяти, насколько там чудесно просто принимали всех. И мне нужно было сделать прическу, макияж девушкам-моделям. И когда я с ними встретилась в гримерке, я услышала возбужденные обсуждения по поводу как раз этого марафона. Там одна спрашивала: а ты уже воздушные шарики пускала в небо? А ты вот там вот такой-то этап уже прошла, а ты вчера была проходила вот этот вот, участвовала в марафоне? Вот. И когда, конечно же, я стала интересоваться, а что за марафон, я даже вообще не слышала. Мне девочки рассказали, я говорю: а откуда вы узнали про этот марафон? Они говорят: ну это как сарафанное радио. Там одна девочка сказала, другой сказала. Я говорю: а сколько это стоит? Ну там вот 1500, по-моему, они озвучивали. И я так подумала, думаю, ну классно, 1500, так по России-то, да, если так вот посмотреть, сидит какой-то бот в WhatsApp или какой-то просто человек, не знаю, там администратор, да, естественно, понятно, не Елена, и говорит общую рекомендацию для вот этого огромного количества людей. Просто общую одну. И все сидят там как завороженные, все это записывают. И, ну, это, конечно, они так рассказывали, я вся это в голове подумала, думаю: господи, какая-то секта, ей-богу. Вот. Ну и вот настолько они, конечно, в это верили. А с другой стороны, ну а что, это действительно, это же работает, вот вся вот эта визуализация. Просто Елена как лидер, она, ну вот, как сказать, лицо, да, вот этого марафона, там это просто все рассказывалось, и в общем-то, просто раскладывалось все по полочкам. Но что касается лекторов, да, ну еще же существует книга «Секрет», о которой я как раз у девочек спросила. Я говорю: а вы знаете, кто такая Луиза Хей? А я в этот момент как раз в наушниках, когда шла еще на вот эту презентацию работать, я слушала как раз Луизу Хей. Они говорят: нет, мы не знаем. Я говорю: ну это вот главная женщина, которая и изначально начала говорить об этом. У нее очень много лекций. Они говорят: нет. Я говорю: а книгу «Секрет» знаете? Ну там кто-то сказал, ну что-то мы слышали. Но в основном нет. То есть это возраст девушек было лет 25. Вот так вот, там 20. И, в общем, я так подумала: да, ну классно, там по 1500 так собирать, это, ну поэтому у него вот такое состояние, что тут удивляться-то, поэтому она в такой роскоши и жила, и все в это верили, то есть я считаю, что здесь, конечно, ошибка людей, вот, но такое всегда будет, во все времена. Финансовая пирамида существовала, в которой тоже верили, и люди вкладывали деньги, ну вот так вот. Просто кто-то находится более предприимчивый и на волне всего этого зарабатывает. Вот. Ну, в общем, вот Луизу Хей, да, я советую, потому что у нее есть очень интересные лекции, которые... У нее есть книга популярная «Исцели себя сам», по-моему, она называется. У нас была переводчиком и голосом Луизы Хей Ангелина Могилевская, точнее, не переводчиком, а голосом. Не знаю, ну, как насчет переводчика.
Очень приятный такой бархатный голос. Вот ее тоже не стало, как у Луизы Хей. И мне помогли очень эти лекции, потому что Луиза Хей говорит много о том, что, во-первых, нужно полюбить себя, потому что очень много в жизни именно из-за нелюбви к себе происходит. То есть вы загадываете желание, а если вы считаете, что вы недостойны этого, то ваше желание не сбудется. А как оно сбудется? Можно себе много чего нажелать и напридумывать, но если у вас в ваших мыслях все равно будет появляться такая мысль, что вы этого недостойны, или это может произойти с кем-то другим, но точно не со мной, то оно у вас и не произойдет. Вам нужно настроить коммуникацию с самим собой и полюбить себя изначально. А в силу моей профессии я могу сказать так, что очень много людей, которые не любят себя, у которых много комплексов. Причем эти комплексы, они берутся из окружения. Кто-то им там что-то сказал, что у них там не в порядке с внешностью или что-то. Это касается и близких людей. Даже в большинстве своем очень много близких людей. Ну, к примеру, там у меня девочка была просто красавица вообще на макияже, волосы просто густющие, ну, модель девушка, ну, потрясающая просто. Она говорит: ой, а что вы сейчас будете со мной делать? У меня же вот волос нету. Я говорю: как у тебя нет волос? У тебя густота такая вообще, что может просто в любой позавидовать. Она говорит: а мне с детства говорили, что у меня волосы худенькие. Я говорю: а кто тебе это говорил? Мама. Я говорю: ну, прекрасно. Ну вот. Поэтому, конечно, очень много комплексов, вот они появляются еще и с детства, с юности, и вот так вот с человеком живут. И Луиза Хей в том числе говорила о том, что мы можем исцелить свое тело сами. Если у нас что-то болит, мы можем здоровыми, позитивными мыслями исцелить себя, если будем верить, что болезнь может уйти просто так. Как она говорит, это как сорняк без корня, да? Если корень убрать, то сорняк расти не будет. Вот, то есть все вот эти корни, их нужно убрать. И у нее есть отдельная таблица, потом, кстати, есть такая книга Валерии Синельникова, не помню, как она называется, там тоже как раз эта таблица, но это, мне кажется, уже по стопам Луизы Хей было сделано, где она приводит болезни и что нужно изменить, какие мысли. То есть, к примеру, там, например, колено болит, значит, человек упрямится в чем-то. Или там ребенок с очками в детстве, это значит, что ребенок что-то не хочет видеть в семье, может, родители ссорятся, еще что-то. Ну, то есть там много, или там вот горло, да, человек не может самореализоваться или что-то высказывать, свою точку зрения твердо. Вот, поэтому, кому интересно, можете зайти посмотреть. А так, очень полезные книги у нее и очень... ну, вселяющие такой вот мотивационные и воодушевляющие. Поэтому рекомендую Луизу Хей. А второй лектор — это Джо Диспенза. Это нейробиолог, у него есть книга по квантовой физике, я, правда, не читала, у меня подруга читала, она любит во все это вникать. Как устроено с точки зрения энергии все. Мы состоим из энергии и притягиваем энергетически что-то. Вот я по себе заметила по своим периодам в жизни, когда я расслабленная, когда я счастлива, то ничего от других людей мне не нужно, я ничего не требую, я не раздражаюсь, я пребываю в счастье, и людей таких же встречаю. То есть все на энергетическом уровне. Очень интересно, на самом деле, это действительно все работает. Вот. И он говорит о том, что для того, чтобы изменить что-то в жизни, нужно стать никем. Вот у него очень много лекций на эту тему. То есть что это значит? Это значит, во-первых, не нужно возвращаться в прошлое, потому что наше сознание, оно как компьютер. Какие-то есть папки вот, архивные, да, и в этих папках находится наше прошлое. Многие люди возвращаются к прошлому постоянно, что-то анализируют там. Но в этом нет никакого смысла, потому что прошлое — это уже произошло. Нужно думать о будущем и о настоящем. Поэтому я сама по себе заметила, у меня был период, когда я постоянно возвращалась в прошлое, и это абсолютно бесполезно. Просто это точно. В этом нет никакого смысла, и если ты постоянно думаешь о прошлом, то ты не притягиваешь ничего нового в свою жизнь.
А для того, чтобы притянуть тем более счастливые события, прекрасные события в жизнь, нужно думать и позитивно, потому что доказано, что позитивные мысли в 100 раз сильнее, чем негативные. И в том числе забыть про прошлое и думать, представлять и верить в то, что, верить в свои мечты, которых ты очень желаешь. Поэтому рекомендую Джо Диспенза, у него тоже очень много всяких видео на Ютубе. Очень интересный мужчина. Там есть опровержение тоже этого Джо Диспенза. Есть опровержение, что якобы у него там мало информации в интернете про него, что откуда он там взялся, но действительно он очень многим людям помогает в мире. И еще опровержение там по поводу фильма «Секрет» есть, что это все не работает. Ну как это может не работать, если я даже по своей жизни сужу, да и у многих людей, когда ты о чем-то подумал, или ты подумал только о человеке, и человек этот может тебе позвонить, или, это работает, все на каком-то энергетическом уровне, это все работает. Поэтому, подводя итог своего видео, просто рекомендую этих двух лекторов, которых я лично слушала. Джо Диспенза я слушаю чаще, он действительно мой такой мотиватор по жизни, и он все рассказывает четко, просто нужно вникнуть. Конечно, проще, когда тебе там кто-то в чате пишет, я так просто думаю, девушки, которые... Здесь, конечно, работает еще такое, я извиняюсь, стадное чувство, когда очень много людей, и понятно, что этот марафон, он и на это тоже был направлен, на огромное количество людей, и на это сарафанное радио. Но Джо Диспенза прям рекомендую. Проще, конечно, марафон, когда за тебя что все делают. А здесь, конечно, нужно немножко вникнуть в то, что он говорит, но есть очень много лекций, где он все говорит просто и все понятно. А так, на самом деле, все находится в нас самих, и счастье в нас самих. И мы сами, даже не слушая никаких лекторов, можем и желание делать так, чтобы сбывались, и преобразовать свою жизнь вообще до неузнаваемости, изменить ее только если ты веришь в себя. Конечно, какие-то действия нужны, и главное развернуться в эту сторону, и главное желать очень этого. Поэтому на этом я заканчиваю. И спасибо вам большое за внимание. Еще хотела сказать вам спасибо огромное за то, что ставите лайки к видео. И, в общем, очень приятно. И желаю вам хорошего настроения. До новых встреч. В следующем видео увидимся. Пока.